Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости и зрители нашего канала. Рада вас всех поприветствовать на канале Польза ТВ. И если вы еще не подписаны, то обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. А в этом сюжете я поделюсь с вами потрясающим рецептом, который буквально поставил на ноги моего мужа и свекровь. Дело в том, что мы в прошлом году ездили в гости к моим родителям. Я вам уже неоднократно рассказывала, что я родом с тайги, и у меня родители до сих пор там живут, хотя я переехала в большой город. Поехала учиться, встретила мужа, и там, собственно, и осталась. Но мы каждый год обязательно ездим в гости к моим родителям. И вот в прошлом году мы поехали в гости. Муж у меня человек городской, пошел гулять и вот зашел гулять в лес, споткнулся там. Корни деревьев, знаете, часто вот растут прямо на тропинках, не заметил, споткнулся, упал и очень сильно повредил колено. Мы поехали в город, врачи нас запугали, выписали кучу лекарств и сказали, что возможно сустав под замену. Все очень плохо. Вернулись мы домой очень расстроенные, но я уже говорила вам неоднократно, что у нас в деревне живет местная наша бабушка-целительница. Она просто всех ставит на ноги, к ней со всей страны приезжают, лечатся у нее, возвращаются здоровые, она вот буквально чуть ли не с того света возвращает людей. И я, конечно же, пошла к ней, потому что все вот эти вот операции, это все настолько страшно звучало, что я к ней побежала просто. Вот мы приехали поздно вечером, я к ней в ночи побежала, стала просить, умолять что-то сделать, как-то мужу помочь. Она на меня посмотрела и дала мне маленькую бутылочку средства. Мы этим средством мазали мужу ногу, мы делали компрессы, и вы не поверите, через неделю он буквально начал прыгать. Поехали к врачам, они смотрят, они не верят, что так все могло быстро пройти, зажить, и вообще просто даже следов не осталось. А все благодаря вот такой вот чудесной мази, которую целительница сделала своими руками и меня научила, чтобы я вот в каких-то таких ситуациях могла сделать сама и уже лечить своих родственников, мужу помогать. И если, не дай бог, сама где-то споткнусь, ударюсь, также наносить, потому что вот эта вот мазь, она вот буквально вытягивает все, и она заживляет, помогает, усиливает кровообращение, обмен веществ, помогает скорейшему заживлению и выздоровлению. А вот в этом году свекровь случайно на даче провалилась ногой в норку кротовью, и тоже у нее был перелом. Мы мазали этой мазью, все зажило, вообще замечательно, без всяких там гипсов, костылей обошлись, все зажило буквально на глазах. Как делать эту чудесную мазь? Делается всего лишь из двух ингредиентов, из народных ингредиентов, природных, натуральных, никакой химии. На небольшую баночку я беру самую обычную соль. Без разницы вообще какую, я беру самую дешевую. 1 чайную ложку с горкой. И самое обычное масло. Не оливковое, никакое. Это все дорогое и просто трата средств, потому что вот самое простое обычное подсолнечное масло замечательно подходит. 2 чайные ложки. Заливаю водой. Все. Средство для компрессов, для протирки готово. Просто беру тряпочку, вымачиваю в этом и накладываю на поврежденное место или протираю. Если надо более концентрированное, как мазь, я беру 1 чайную ложку соли без горки и 1 чайную ложку масла. Перемешиваю. Такая консистенция получается достаточно густая.
и наношу толстым слоем на поврежденное место. Сверху можно перемотать, чтобы оно не размазалось, чтобы случайно не вытерлось нигде. Просто сверху перемотала. Шерстяным лучше изделием. Вот у меня шарф есть шерстяной. Я сначала бинтиком, потом сверху шарфик и оставляю. На ночь вообще идеально. Если просто протирать или компрессы, это вот такой настой я делаю. Вот смотрите. Просто вымачиваю и накладываю на поврежденное место. Все. Никакие мне таблетки, лекарства, операции уж тем более не нужны. Вот это средство помогает, замечательно помогает, идеально. Простой рецепт, народный, натуральный, без всякой химии, обходится в копейки. Масло, соль всегда у меня на кухне есть. Никакие мази не нужны, поможет идеально. Благодарю вас за просмотры, лайки, комментарии, подписку на канал. Не болейте!